Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария. Воскресенье, выходной день у кого-то. У нас тоже выходной, как обычно. Сегодня 19 марта, 23 год. Весна. Весна в разгаре, почки набухают. Последний холодный день по календарю, по прогнозам. Я посмотрел прогнозы на месяц. Все, друзья. Уже 14 плюс днем. 19 плюс, ночью плюс 5, плюс 3, плюс 7. Так что все, можно сказать, самый такой тяжелый период зимний у нас прошел. Мы перезимовали болгарскую зиму в болгарском селе. Как я и говорил, мы из Израиля, мы живем в Скалска, это Габровский регион, центральная и северная Болгария. И живем мы здесь с июля месяца стационарно. Пережили тяжелую ключевое слово зиму. Да, друзья, все ожидали, что зима-то будет очень тяжелой, но назло врагам тяжелой она не была. Итак, какой самый большой расход в доме в селе в болгарском для 2, 3, 5 человек, которые проживают в отдельном доме? Друзья мои, это отопление. Самое важное, чтобы нам не было холодно. Потому что покушать мы найдем. Сейчас мы говорим о доме в селе, и здесь у нас большая разница в стоимости. Сколько нам стоило электричество за 3 зимних месяца? Декабрь, январь и февраль. Итак, площадь дома 65 метров, 2 человека. Не экономим от слова вообще. Не экономим, нам холодно, мы все включаем. У нас стоит термопомпа, у нас нет никаких дров, у нас нет никаких пеллетных котлов, нет труб. Только термопомпа. Никаких обогревателей, никаких утеплительно воздуха гоняющих горячих приборов у нас нет. Ну, а в остальном полностью все, что должно стоять в обычном доме, все электроприборы. Но самое главное, это чтобы было тепло. Как мы греемся? Греемся от термопомпы на конвекторах. Теплого пола, друзья, теплого пола у нас нет, к сожалению. И это минус домов, когда вы покупаете не новый дом. Вот у нас получилось так, что просто теплый пол поставить было невозможно. Не от слова денег, уровни были не те и нет. Минус. Минус покупки дома от стройки дома. Но об этом уже в другом видео, сейчас мы об этом говорить не будем. Счет. За 3 месяца, вот на днях, мы буквально на днях получили последний счет, что очень удивило, с электрокомпании не пришли никакие сообщения, ни смс, ни электронная почта. Хорошо, благо я знаю, что должно уже прийти, пошел вместо EasyPay, где мы платим платежи, дал абонентский номер 406 лев. 406 лев до где-то 10 марта. Всего за 3 месяца, включая декабрь, январь и февраль, общий наш платеж составил 1300 лев. 1300 лев, это 2600 израильских шекелей, это 650 европейских денег, евро, за 3 месяца. Вы скажете, а что так дорого-то? И уже об этом говорили, а почему, друзья мои, а почему так дорого? Потому что, во-первых, это центральная и северная Болгария, это раз. Здесь есть снег, когда он бывает, здесь он лежит. И здесь температура, естественно, в горах холоднее, чем в других городах и в других регионах, некоторых. Естественно, здесь у нас выходит дороже, чем в регионе ближе к Турции. Потому что через перевал Шипка, если у нас лежит снег, у них на несколько градусов теплее. Соответственно, если у них на несколько градусов теплее, значит, они тратят на отопление меньше. Сколько тратит среднестатистическая болгарская семья на отопление дровами в сезон? Опять же, это чисто мое мнение, потому что я спрашиваю, слышу, и где-то 10-12 кубиков дров на сезон. Перед сезоном сколько стоил кубик неколотых, нерезанных дров в нашем регионе Габрово? Он стоил в районе 130-140 лев за 1 куб. Друзья, чтобы вы еще понимали, что когда к вам привозят куб дров, это не всегда будет куб.
всегда будет меньше. Это надо очень важно понимать и говорить с продавцами, потому что здесь четкая политика. Здесь будет не куб, а будет меньше. Далее, при покупке дров, учитывайте, пожалуйста, что дрова вообще не должны быть мокрыми. Потому что вот если у нас знакомый заказал 10 кубов, ему привезли 10 кубов, заказал он их дорого, он заказал колото-резанные уже, это 170 лев за куб, 85 евро, и они были не сухие. Соответственно, проблема. Чем плохи дрова? Потому что вам привезли их, вы сначала их должны найти, заказать, вам их привозят, сбрасывают около участка, вот как они есть, сбрасывают. Дальше. Делайте с ними что хотите. Сами пилите, сами колите, сами переносите, как вы хотите. Или нанимайте людей за определенные деньги, которые придут, вам распилят, расколят, отложат и сложат. Что вам выгодно, но это, понимаете, что это тоже деньги, что вот вы купили куб неколото резаных по 130, а кто их распилит, а кто их расколет. Это, конечно, романтика, замечательно, но у вас должна быть пила, у вас должен быть топор, и у вас должны быть еще на это силы и желание. Потому что не очень-то камильфо так колоть, резать, когда холодно. Опять, все это по вашему достатку, по вашим деньгам. Я лишь даю информацию и свое мнение. Мы изначально вообще отказались от дров, потому что мы понимали, что ну куда, я инвалид буду их что ли резать, пилить, колоть? Да, там на несколько деревяшек моего желания, романтики и пилы и топора хватит. Но на постоянной основе нет, нет и нет. Ну не привыкли мы к этому и не умеем. Или Светочка будет топором махать и пилой. Она любит, конечно, попилить, но не до такой степени. Поэтому понимайте, что дрова-то вам выйдут не дешевле в итоге-то, потому что, с одной стороны, у вас будет электричество дома, которое будет жечь, у вас стиралка, не знаю, чайники, плиты, это тоже деньги. Это тоже деньги. Солнечные батареи, солнечный бойлер, да, это расход. Это войдет вам в электричество, и у вас будет два платежа. С одной стороны, ой, они заплатили там 400 с чем-то за месяц. Да, друзья, но мы заплатили все. Нам не нужны ни дрова, ни пилеты. А получается, что вам приходит один счет за электричество, а расход на дрова, которые вы купите, а расход на пилеты, которые вы купите. Пилеты, друзья мои, а пилеты, они тяжелые вообще говоря, мешки-то. Их вам тоже сгрузят, и вам нужно будет переносить тонну этих пилет, тонну. В мешках, по-моему, по 15 килограмм или по 25. Да вы сломаетесь, а не жалко спину? А потом нужно будет там массаж, мазь, таблетки обезболивающие, когда не будет не согнуться. Тоже это учитывайте. Если особенно у вас такой как бы возраст не детский. Я не думаю, что в 70 лет кто-то захочет стоять, пилить, колоть или резать и носить. Нет. Поэтому все просчитайте. И примите правильное решение. Более того, вы понимаете, что дрова в печке, даже если они выведены... Да, печка стоит внизу, водяная рубашка на все комнаты. Дрова горят моментально, друзья мои. И подумайте о том, что, может быть, еще ночью придется вставать и подкидывать дровишек-то в холодные времена. Да. Просто очень многие это не учитывают, не считают и не думают, что это так. Грязь, мусор после дров, после печки, зола, выметать, вычищать, мыть полы. А подсобные помещения под дрова где у вас? Оно тоже должно быть. Его надо закрывать. Дрова должны быть сухими. Чтобы они сухими были, они должны лежать в сухом помещении. У вас это помещение есть, вы готовы. Если вы готовы, замечательно. Я не рекламирую, друзья мои, термопомпу, которая стоит у нас. Я, опять же, дорого в установке, потом вы не имеете вообще никаких проблем. Вот и все. В принципе, самый большой расход у нас в зимний период – это обогрев. Да, значит так, 650 евро в среднем за 3 месяца, значит это вышло где-то по 215 евро. Все вместе. Ток,
и полный комфорт в доме. Теперь, по поводу тарифов на электроэнергию. К счастью, друзья мои, тарифы с лета не изменились. В Болгарии существует два тарифа, чтобы вы понимали, кто не знает. Есть дневной тариф, который начинается зимой, по-моему, с 6 утра до 22:00. Это дневной тариф, он стоит 21 статинку, это 42 огороты израильских денег. Это 11,5 евроцентов за этот киловатт. Это дневной тариф. Ночной тариф в половину практически дешевле. Что значит? Это значит, что если мы хотим поставить посудомойку или стиральную машину, мы просто программируем, предположим, на 10:01 времени, и программа запускает наши электротовары в то время, когда начинает работать ночной тариф, который стоит 11 статинок. Это, соответственно, 22 огороты. Это, соответственно, 5,5 евроцентов за киловатт. Поэтому, зачем включать электроприбор, эту сушилку или, как ее, извините, стиральную машину, зачем ее включать днем в 2 раза дороже, если ее можно включить ночью и забыть? Ребят, я, конечно, не говорю, что нужно стоять ночью варить суп, потому что это дешевле. Но если мне надо сварить тушенку, предположим, которая будет вариться на индукции 2,5 часа, я поставлю в 10 вечера, воткну таймер, все, продукт готов, продукт выключится, когда ему нужно. Все замечательно, все просто. И здесь не дело в каком-то кромчении, экономите. Не то, что не экономим, это нерационально сжечь электричество, когда его можно подумать, как правильно сделать. И нет, это не говорит о том, что мы не ставим никаких специальных, мы не включаем ночью больше, чем включаем меньше. Просто не экономим, и поэтому у нас получился вот такой счет. Поэтому, друзья, имейте в виду, что разница проживания и стоимость проживания в апартаментах или в квартире, если мы сравним с домом в селе, да, одно могу сказать, на электричество, на отопление в доме в селе у вас будет уходить больше денег. Но здесь вы уже сами себе, так сказать, посчитайте, что вам выгодно, что вам не выгодно, и принимайте свое правильное решение. Я просто рассказываю, как у нас идет и сколько нам все это стоит. Только информация, чтобы до вас ее донести. Прекрасного воскресенья. Хубав ден. Шелихам йом наим. Хаварим шели. And have you a nice day, my friends. Ciao, ciao.